Жила-была в Королевстве Победы богиня Афина, чья мудрость, видимо, ушла в отпуск, когда она решила: А почему бы не сыграть в видеоигру, где я главная звезда? О, как она ошибалась, думая, что это будет эпичное приключение. Вместо этого Афина угодила в пиксельный ад под названием Аthena на NES, созданный в 1987 году какими-то садистами, которые явно ненавидели и богов, и игроков. Однажды, скучая на своем золотом троне, Афина наткнулась на дверь в мир фантазий. Круто! Приключение? Подумала она, схватив молот и надев бикини. Да, бикини, потому что, видимо, доспехи — это для слабаков, а мудрость не распространяется на гардероб. Она шагнула в игру, ожидая славы, но вместо этого получила билет в кошмар, где графика пробивает дно, а управление — это просто насмешка над ее божественным статусом. Я богиня! Я справлюсь! Гордо заявила Афина, но ее спрайт выглядел так, будто его нарисовал пьяный художник с тремором рук. Угловатая, с тенью на спине, похожей на кофейное пятно, она выглядела, как если бы богиня мудрости решила косплеить картонную коробку. Удар ногой? Это не анимация, а мгновенный телепорт из стоя в пни воздух. Удар в прыжке? Она просто стоит в воздухе, как идиотка, потому что аниматоры, похоже, ушли на обед и не вернулись. Афина пробормотала: Если это моя игра, почему я выгляжу как сбой в «Матрице»? Враги? О, это парад уродцев, бородавочники, зеленые длинноносые твари и призраки, будто сбежавшие из Пакмен после плохого трипа. Афина махала молотом, который держала так, будто он весит тонну, а ее тонкие ручки вот-вот сломаются. Анимация атаки — пиксельный хаос, как будто спрайт решил устроить дискотеку в эпилептическом припадке. Мудрость! Где ты? Взвыла Афина, когда ее удары либо не попадали, либо отправляли ее в яму, потому что прыжки работали наугад, то высоко, то как ленивый кузнечик. Смерть? О, это отдельный шедевр. Экран чернеет, как будто игра стесняется показывать, как богиня умирает. Потом секунда тишины, и Афина крутится, как юла в дешевой анимации. Серьезно? — ворчала она. Я богиня, а умираю как второсортный NPC? Это что, загрузка моей смерти занимает больше времени, чем мои молитвы? Звук — это симфония боли. Музыка долбит мозг, как молот Афины, но без точности. Свист от убийства врагов и раздражающий шум прыжков — единственные звуковые эффекты, как будто звукорежиссер записал все на сломанный диктофон и ушел в депрессивный запой. Если это саундтрек к моему величию, — шипела Афина. — то я лучше оглохну. Геймплей. Бегай, бей, падай в яму. Платформер с боковой прокруткой, где уровни, лес, вода, лабиринты такие же скучные, как лекции о божественной этике. Управление. Афина нажимала кнопки, но игра, похоже, решала за нее — прыгнуть или плюхнуться в пропасть. Я богиня мудрости, а не клоун на батуте! — кричала она, падая в очередную бездну из-за лагов. Враги были такими же однообразными, как ее надежды на веселье. В какой-то момент Афина остановилась и посмотрела на пиксельное небо. «Зачем я здесь?» — вздохнула она. «Я богиня, а это игра как наказание за все грехи человечества. Кто это запрограммировал? Пьяные циклопы?» Она поняла. Аthena не ее триумф, а черная комедия, где она главная шутка. Игра попала в списки худших на NES не зря. Графика — кошмар, управление — саботаж, а геймплей — как бесконечный день сурка в аду. Может быть, я и богиня мудрости?
— пробормотала Афина, бросая контроллер. Но даже я не настолько глупа, чтобы тратить вечность на этот мусор. Пусть смертные мучаются. И с этими словами она ушла обратно в Королевство Победы, поклявавшись никогда больше не играть в видеоигры, где она выглядит как пиксельный позор. А игра? Она осталась пылиться на свалке NES, где ей и место. Конец. Или скорее, game over.